Здравствуйте, друзья! Я продолжаю собирать свидетельства о военных преступлениях российской армии в Украине. Сегодня я покажу вам одно из самых тяжелых интервью, которое мне когда-либо приходилось записывать. Я пообщался со своим земляком Сергеем Перебиносом, который 6 марта потерял всю свою семью, погибшую при обстреле Ирпеня. В тот день российские военные из минометов стреляли по колонне мирных жителей. Обычных жителей Ирпеня, которые пытались эвакуироваться из города через Романовский мост в Киев. В тот день в результате обстрела погибла вся семья Сергея Перебиноса, погибла его жена, 2 детей, 2 маленькие собачки, которые у них с собой были в переноске. Также в тот день погиб волонтер, который им помогал. Вы наверняка слышали об этой истории, о ней написали, наверное, буквально все украинские СМИ, фотографии погибшей семьи тоже размещали буквально все. В 2014 году Сергей вместе со своей семьей уехал из оккупированного Донецка, он спасался от российских оккупантов. Но российские оккупанты пришли и сюда, в Киев, и настигли семью Сергея уже здесь. Дальше я просто показываю вам его рассказ. С Донецка мы уехали летом 2014 года. Я уехал чуть раньше в командировку в Киев. Жена покинула город через неделю, в июле, через неделю от того момента, как Гиркин зашел в город. И когда уже начались обстрелы, мы жили в районе ЖД вокзала, соответственно, там уже находиться было небезопасно. То есть, таким образом, мы очутились в Киеве. Порядка 5 лет мы жили на съемной квартире, а затем нам удалось продать свое жилье в Донецке и на этот стартовый капитал в кредит купить квартиру в Ирпене. С 2019 года мы жили в Ирпене. В феврале я войну встретил в Донецке. Я вот туда уехал незадолго до начала всех этих событий. По причине того, что у меня заболела мать, мне нужно было попасть к ней. И я поехал в город Донецк. То есть 18 февраля, как только я попал в город, там началась мобилизация гражданских, псевдоэвакуация гражданских, весь этот хаос. Вот, и приходилось банально сидеть в квартире и не дергаться. А войну мы встретили порознь, то есть жена с детьми в этот момент были дома в Ирпене, ну и я, соответственно, в Донецке. В 4:30 утра мне позвонила жена и сказала, что над нами что-то летает, то есть то ли авиация, ну какие-то звуки. А потом стало понятно, что это массированный ракетный обстрел всей территории Украины. В первые дни я рекомендовал им не выезжать, потому что было достаточно много машин, покидавших как Киев, так и различные пригород. То есть были большие заторы, люди ехали до Львова там, по 20 часов, и я просто им предложил немножко переждать этот пик и уехать чуть позже. Но события развивались настолько динамично, что фактически вот мышеловка захлопнулась, то есть одно направление было отрезано в результате боевых действий, мост через Романовку был разрушен, и остался единственный выход, единственный маршрут – это дорога через Стоянку, через вот это маленькое село, чтобы попасть на Житомирскую трассу. Вот туда они пытались изначально попасть и выехать. 5 марта через Стоянку прорвалась последняя колонна гражданских автомобилей. 6 марта они хотели это же сделать, но в ночь с 5 на 6 россияне уже контролировали Стоянку и прилегающий лес. Соответственно, на блокпосту в Стоянке уже были россияне. И та колонна машин, порядка 12 штук, которая выехала 6 с утра, это часть машин были мои соседи с соседнего комплекса. Эти люди попали в Стоянки под обстрел россиян именно со стрелкового оружия. Несколько машин, которые были первые в этой колонне,
получили максимальные повреждения. То есть там были и убитые люди, ну и по внешнему виду машин, эти фотографии доступны в интернете, понятно, что ну, там выжить было тяжело. То есть их расстреляли на блокпосту? На подъезде к блокпосту, да. Часть машин, которые были в хвосте колонны, успели развернуться, выехать назад на кольцо, которое возле водоканала Ирпеня, и эти люди как раз донесли остальным информацию, что проезда больше нет. Поэтому моя жена, как бы понимая это, банально оставила машину моему соседу, чтобы он ее забрал домой, а они просто пешком попытались пройти через взорванный мост, чтобы попасть в город Киев. То есть это был фактически единственный зеленый коридор, через который мирные граждане, не военные, а мирные граждане, как Ирпеня, так и Бучи, так и Гостомеля, пытались покинуть зону боевых действий. Насколько я понимаю, насколько я знаю, русские об этом тоже знали. То есть они прекрасно видели, что там военных нет. Там не было ни танков, там не было ничего. Там было только лишь несколько солдат из теробороны, которые обеспечивали просто помощь людям в переходе через вот эти импровизированный мостик небольшой. 6 числа с утра, когда они поняли, что на машине покинуть город невозможно, они доехали на машине до этого моста, отдали машину назад соседу, а сами пешком, вот моя жена, 2 детей и собака, сзади был ее отец и мать на инвалидном кресле, она инвалид. Пешком они вместе с колонной других людей попытались перейти этот мост. Соответственно, в тот момент, когда они начали движение к мосту, там нужно было пройти по дороге, заставленной брошенными автомобилями, порядка 500 метров. В тот момент начался минометный обстрел. И вот несколько мин упало справа от них в пойму реки. И жена с детьми вырвались вперед, тесть с тещей отстали, а жена с детьми вышли вперед под этот мост. Соответственно, далее, насколько я понимаю, еще одна из мин легла где-то рядом под мостом, там, где люди прятались и пережидали. И уже дальше, когда люди рванули, скажем так, к автобусам, вот одна из мин взорвалась прямо на дороге возле этой церкви, возле этого памятника воину Великой Отечественной. И в этот момент возле этого памятника пробегала моя семья вместе с парнем-волонтером, который попытался им помочь доставить их до Киева на своей машине. Вот. Мина взорвалась рядом с ними. В результате чего они все 4, включая волонтера, погибли, скажем так, на месте. Жена еще была без сознания жива, но через 30 минут она погибла в 7-й больнице города Киева, не приходя в сознание. Это не просто блуждающая, случайная мина. Вот там хотели, раз и выстрелили, да. То есть та позиция, с которой они вели обстрел, в принципе, позволяла им видеть, что они творят. То есть они вполне могли визуально наблюдать, расстояние небольшое, что на этом мосту в данный момент находится огромное количество гражданских людей. И я бы мог дать согласие, что это была случайность, если бы это была просто одна мина. Но, насколько я знаю, по тем фактам, которые уже всем известны, именно был обстрел с утра, когда погибла моя семья, а потом был уже достаточно массированный обстрел самой Романовки, в результате чего множество домов вокруг получило разрушение. То есть это была целенаправленная акция, скажем так. Нелюди, которые все это сделали, сегодня утверждают, что ничего этого не было, что все это якобы фейк. Родственники погибших – это какие-то нанятые актеры, которые врут, а погибших людей вообще никогда не существовало. Так вот, в ответ на это мы можем сделать только одно – максимально тщательно собрать, сохранить и зафиксировать все факты, все свидетельства очевидцев, фото, видео с места событий. Все это собрать и опубликовать, чтобы наши внуки, уже когда не будет нас, все это смотрели и знали, как все было на самом деле. Чтобы потом им никто не запудрил голову через много лет и не рассказал, что всего этого не было. Вот
Уже нас не будет, а наши потомки должны знать, что здесь творила Россия. Поэтому помогите мне, поделитесь этой информацией, поделитесь этим видео, максимально распространите его в соцсетях и обязательно подписывайтесь на канал. Потому что очень важно доносить правду о том, что происходило в Украине.